Мы сели с копом в машину, хлопаем дверями. А, была такая история. Все, передаю про тебя всю информацию в центральный офис. Дай криптовалютчика, получи бонус. Ну, и кто-то говорит, Ребята, давайте все пи***мся. Ну что же, вы не ждали, а мы вернулись. Второй сезон. Первая серия. Самые актуальные новости мира криптовалют, финансов и еще немножечко бонусов во втором сезоне по заявочкам. С вами бессменные ведущие этого шоу Владимир Носов и... Называйте меня просто Глеб Викторович. Поехали! Заставка! Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-ла. Это Гагарин шоу. Может быть, знаете, что, ребята, нам сделать? Обратиться в Лигу смеха за смешными шутками? Звоните Регине. А она живая? Но он не знает, кто такая Регина Дубровицкая. Регина. Регина Тодоренко. Я не знаю, кто это такая. Регина Тореадоренко. Привет, Оля. Привет, Здорово, Ксюшенька. Как ваши дела? Наша хорошо. Нормально, что ты 2 недели как? Сколько килограмм набрала? Много. Видно, да? по-моему? Тут снимаем Смотри. раз в неделю, энергия Вот, уходит. вот она. Красивая, нет? Нет. Ну, надо же Ну помогать. ты понял? Тебе точно нужно вот это. Ну, как бы... Животворящий Не напиток. бывает некрасивых женщин, бывает мало водки, да? Власти Ирана отключили 1100 нелегальных биткоин-фирм. Национальный энергетический холдинг Ирана «Таванир» приостановил работу 1100 майнинг-фирм, владельцы которых не обратились за получением лицензии на добычу криптовалют. Осведомители учреждения получили в качестве вознаграждения 100 миллионов реалов, что составляет $2400. Глава организации Мустафа Раджаби Машхади... Вот это поворот! Базарю, первый раз читаю текст. Могу повторить. А второй раз не надо. Глава организации Мустафа Раджаби Махшади заявил, что атака на неавторизованные майнинг-фирмы до доведения системы вознаграждения за их выявление имела ограниченный успех. По его словам, энергетической компании далеко не всегда удается их обнаружить самостоятельно путем изучения структуры потребления. По заявлению Мустафы Раджаби Махшади. Иранское политическое увеселение. Вот, как бы они просто взяли, разрушили бизнес и как бы довольны сидят. Нет, он настучал и получил за это деньги. Нам удалось, говорит, разворотить бизнес. Мы же молодцы. Но это же знаешь, как в Европе, там, тебе предложили взятку, Да. ты о ней сообщил и получил там 70% взятки. Серьезно? Ну, полицейским, если ты тулишь взятку, А у меня коп брал взятку в Германии. ну, ты, наверное, сильно много предлагал. Я ему объяснил, что это не взятка. Он ее взял не как взятку. Вот. То есть, если ты объясняешь, что ты от чистого сердца. У нас, кстати, тоже ни разу не помню такую историю, чтобы у нас говорили: дай мне взятку. Ну, там обычно говорят... Там, Скажите, а на этой страничке никакое число ничего не говорит? Да, вот здесь просто без Ты нолика. говоришь, Без а нолика. можно как бы, ну, только за полгода? Можно за полгода? Меня как-то остановили у нас копы. Так у меня не было с собой наличных, чтобы как бы, ну, долго там не писать протокол. Так что вы думаете? Мы сели с копом в машину, поехали в банкомат, сняли с моей карточки деньги. Я не рассчитался. Такой стоит коп возле машины, возле банкомата, ждет меня. Говорит, все, я говорю, да, он говорит, поехали. А это Андрюша говорит, я еду с Киева, говорит, уставший вообще максимально, меня останавливает, говорит, вы там превысили, он говорит, ну да, пишите протокол. Ну зачем вам протокол, ну типа, зачем вам штраф? Он говорит, да ну что, ну оплачу штраф и все. Он говорит, ну может давайте пойдем посмотрим, может вы и не нарушали, может ну видео пойдем посмотрим. Он говорит, да что идти, ну я знаю, что нарушил. Он говорит, ну давайте уже составляйте. Говорит, не, ну может все же сходим посмотреть. И он такой, блин, говорит, и меня реально осеняет, что он хочет, мол, пошли пройдемся. Может и нету там никакого нарушения. Он выходит из машины, а коп его за попку так нежно, так хоп. Спасибо. Спасибо. Проезжайте. Пойдем посмотрим. Проезжайте. У меня, кстати, тут премиум аккаунт для на тебя что-то Порнхабе. есть? Не, у меня тут, кстати, премиум аккаунт на Порнхабе. А как, по-твоему, эти видео все снимаются? Это же реальная жизнь. Потому что, на самом деле, просто давайте понимать реально. Фильмы Марвел — это фантастика. А вот то, что на Порнхабе происходит... А вот то, что на Порнхабе происходит, это вот реальная жизнь. Вот эти вот сцены,
Там типа учитель и студентка, Белоснежка, которая зашла в комнату к трем, значит, К 3 белым и 4 черным гномам. к темненьким ребятам, да. И, ну, такое же действительно, вот так оно в жизни и произойдет. Если вот такая Белоснежка полуголая забежит в комнату к этим накачанным ребятам. Карусель, карусель. Кто успел, тот присел, прокатись на нашей карусели. Это же реальность такова, как бы. Мы отвлеклись. Как ты считаешь, если вот введут у нас в Украине такую штуку, что сдай криптовалютчика, получи бонус, это нормально или нет? Смотря в чем платить будут. Если в риплах, то это некрасиво с их стороны. А если эти риплы можно оплатить, будет полет на ракете? Ты за рипл, сынок, даже спички скоро не купишь. Скоро, да. О, это хорошее. Инвестор потерял 1400 биткоинов, использовав старую версию кошелька Electrum. Я тебе, кстати, хочу сказать, что это ошибка и офлайн кошельков. Но если у тебя реально твой гаман прохудился, гаман — это кошелек. Если... Это сокращенно от украинского гаманець. Гаманець — это маленький, а гаман — это большой. Пользователь под псевдонимом 1400 биткоин Stolen сообщил, что хранил биткоины на кошельке Electrum, куда не заходил с 2017 года. Решив перевести средства, он установил старую версию приложения, но провести транзакцию так и не смог. Во всплывающем окне его попросили обновить кошелек до последней версии в целях безопасности. После установки обновления его средства переместились на адрес злоумышленника. Пользователи допустили, что кража стала возможна из-за отсутствия своевременного обновления кошелька. Но мне кажется, что здесь есть небольшое лукавство. Я больна тобой, мне кажется. Что я больна не вами. Ты знаешь вообще, на самом деле, насколько этот парень на самом-то деле лопух? Он вложил бабки в декабре 2017 года по 20 тысяч, купил биток. Потом начался полный, понял, такие красные и один больше другого. Да. И представь себе эту ситуацию. Он, короче, купил по 20, начало падать. У него как бы стальные яйца, все кричали: сейчас на 15 коррекция закончится, полетим на 30. Потом все кричали: на 12 будет коррекция, сейчас полетим вверх-обратно, это как бы нормально. Тянули сетки Фибо, 0,600, там 0,5. Ну, короче, потом оно на 9, потом на 6. На 6 все сказали: это поддержка железобетон, выдержит, все, от нее отскочит, сейчас полетит опять на 25 минимум, а то и на 40. Это просто глубокая коррекция. Ну, короче, прошили вниз как бы и 6 тысяч, и полетели на 3. Все это время чувак сидел с максимально сжатыми яйцами. С белыми волосами, правда. В какой-то момент он, короче, подумал: ну его я не буду продавать, я буду держать как бы позицию. И реально так и сделал. И вот сейчас, когда, скорее всего, уже как бы, ну, немножечко там, значит, поразчехленнее, получил откуда-то инсайт, что как бы 12400 — это хай 2020 года. Побежал к своему Electrum'у, думает: ну, хоть как-то уже, потому что по 3 снова не хочу, как бы. Побежал, включает, а ему говорят: обновите, пожалуйста, ПО. С удовольствием. И прикинь, короче, вот он хотел вот сейчас вот быстренько, хоть по 12500, и не успел продать, и что дальше произошло? Сейчас биток уже 10500. И он думает: ну вот это не судьба. Так смотри, знаешь, купил на хаях, пытался хоть что-то отбить, как бы у меня Electrum не заработал. Просто, понял, вот это его саундтрек играет уже 2-й раз у него в ушах. Говорят, не повезет. if you 1400 биткоин stolen again. Не, реально, на самом деле, мужик, крепись. Сейчас еще раз на 3К сгоняем, а в следующий раз как бы... Закупишься и уже продашься по 50. Закупишься, да, и все. Это Гагарин-шоу. Рубрика «Истории из жизни». Та-да-дан, та-да-да-да-да-да-дан. В общем, решили мы как-то с ребятами, с друзьями, ну, одним глазком. Эта история более 4 лет назад происходила с моим другом Глебом. Скажите, как вы оцениваете поступок? Так вот, ну реально, после какой-то победы чуть-чуть посидели, чуть-чуть отметили, чуть-чуть еще посидели, еще чуть-чуть отметили. Ну и кто-то говорит: а кто-то когда-то был вообще в стрип-клубе? Все: нет, не были. Ну типа, давайте сходим. Мы ж начали все открывать всякие книги, сайты, интернеты,
ну, искать, где, что такое вообще стрип-клуб, есть ли в нашем городе вообще такое-то заведение. Правила поведения в стриптиз-клубе опять. Правила поведения, естественно, дресс-код. Этикет, дресс-код Да. стриптиз-клуба. В итоге мы выяснили, что есть все же. Зашли туда, оказывается, они существуют. Кто нашел в интернете этот стрип-клуб? Ну, не я, естественно. Ну, конечно, не я. И так получилось, что в процессе, скажем так, собеседования с одной из представительниц данного заведения выяснилось, что она уже давно ищет, где купить биткоин. Это был зафиксирован первый случай, когда в стрип-клубе платишь не ты, а тебе. Мне тут же вынесли $700 и был продан 0,1 биткоин. Ну, это в натуре интересная история. Причем ты не оплачивал услуги? Нет, в том-то и дело. Или ты оплачивал? Она говорит, а можно завтра еще докупить, а то у меня больше нет с собой. Я говорю, ну... Блин, мне кажется, на самом деле история выглядела немножко не так. Девочка подошла, как бы уже ее 4-й выход. Она подошла к Глебу и говорит: Глеб, Платить будешь? пришло время как бы положить мне чуть в трусики. Не, она не так. Настало время чудес. Настало время чудес, она снимает трусы. А там растут одновременно борода и усы. Снимает А Глеб трусы. такой, как он это любит делать, как бы такой по карманам, такой, блин, я оставил дома. Слушай, ну у меня на телефоне есть эти биткоины. Она говорит: Глеб, какие биткоины? Ты сказал, выйди 3 по 3, я 1500 гривен. Но история, на самом деле, это правда. Вот, и Так он, и и было. он ей говорит, как бы, смотри, я тебе сейчас все объясню. Мы сейчас тебе зарегистрируем почту. С этой почты после этого зарегистрируем тебя на бирже. Я тебе перекину. Ты, значит, Не на бирже, на ты кошельке. зайдешь... Ты зайдешь на спот exchange. Продашь, значит, эти битки. Все. Она говорит: Господи, спасибо тебе, Глеб. Не, на самом деле было не так. Мы реально, она принесла телефон, мы реально установили кошелек блокчейн.com. Я реально ей перевел 0,1 битка. Она мне реально вынесла $. Что тут, они что там махают там? Лен, ты можешь не бегать? Вы можете, когда урок идет, вести себя по-человечески? Слушайте, за мелом сходит Леночка. Леночка уже 3-й раз за мелом бегает. Ксюшенька. Успешно? А что ж вы с нами За не мелом это? бегает. Лена? Лена, Ну да. 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 Прекрасно. А Ксюшенька? А Ксюшенька за мелом не бегает. Ей за мелом бегает Глебушка. Как милый. За тебя. Мне интересно, Спасибо. Пожалуйста. если, ребята, мы продадим хотя бы единожды рекламу в нашем шоу, купим лед, потому что теплые Да. виски с колой, поэтому и шутки, потому что теплые виски. Ты попробуй пошути нормально, по-человечески, чтобы смешно было, когда ты пьешь теплые виски. Это Гагарин шоу. Братиш! Послушай, я тебе еще раз говорю, мы к моему другу приехали. Привет, братик. Так а что ты? Посмотри, как Посмотри, говорит, у вас тут рядом. А что ты прибыл? Слышишь, а там за стиралкой, как всегда? Давай. Там за стиралкой есть одежда. Давай. А мои кальсоны тоже там? Давай сюда, быстро. А подтяжки? Она там пока там пушу. Давай быстрее, слышь? Прибыл. Ждать тебя тут 3 часа. Ну ты долго там, алло. Ну ты чё там? Наконец-таки выпульнулся. Падай. Сейчас я тебе кое-что. Я, кстати, вначале купил эти штаны, а следующей большой покупкой был Rolls-Royce. Ты, конечно, что был селюком, то и остался. Дверь за собой все равно закрываешь. Смотри, а вывести из деревни можно, но деревню из себя вывести никак нельзя. Ну, листни страничку, я тебе сейчас закажу. Это местная газета ваша? Агаринцы, он же тут приземлился, я тебе говорю. Короче, у нас была такая история. Это вот сейчас я тебе... Смотри, видишь, это то, что я тебе ссылку прислал. Ага. Это, мы, гасились там жестко, понял? О, И, короче... это моя малая. У нас гости. Да, Ксюшенька. Да мы же виделись. Привет. Привет, моя. Слушай,
Замутишь нам что-то? Ну, Может, ты вам ж, что-то покушать, выпить, да? ну, ты ж знаешь, как я умею. Это столик, все, Да огурчик. виделись, не надо на меня так смотреть. Что такое? Это не смешно. Было бы очень смешно, но как бы, ты понимаешь, если бы не так, как бы странно. Слушай, ну что ты завидуешь? У нас просто серия настоящая, не вот эти ваши деланные все. Не, просто вы думали, что вы с моей, вы, значит, с моей малой, значит, меня будете вот так вот Какой твой малой? Алло. Собрался. В смысле, алло? Собрался, я тебе сказал. В смысле, алло? С какой твоей малой? С моей малой? Я вот это с твоей что-то будешь, думаю, Да. послушай. Сейчас она придет, и ты увидишь. Короче, Сейчас ты, конечно... пока она там, я смотри, ты сейчас завалишь, слушай меня внимательно. Давай. Смотри Так. теперь сюда. Ну что там в Москве? можешь? Это мы, значит, кутерьма наша была, и про нас написали в газете. Я поэтому тебе сбросил, знаешь, чтобы ты как бы тоже... Так. Смотри, напитки на вечеринке в Москве были проданы за биткоины. Недавно криптостартап Chatex, это вот те пацаны, с которыми мы бухали, у них абсолютно отмороженная команда, просто вот так вот, понял, все любые увеселения, вот так вот, значит, дорогами, вот так вот. Прям. Так вот, продал на своем мероприятии в Москве напитки за биткоины. Сумма продаж составила более $1600. После этого эксперты задались вопросом, было ли это законно? Может быть, они... Нам было насрать вообще. Слушай, Нам было весело. А что ты мне рассказываешь? Ребята из Чатекса плясали. Ну, А мы, что ты мне знаешь, рассказываешь, что вы там тратите по 10, по 20 тысяч баксов на вечеринку? А тут 1600. Так это только подожди, они не знают, сколько всего прошло. А это типа заявили? Да, конечно. Я после того, Как ты умеешь это? Я послушай, после того, как за $100 перешагнули, я перестал считать вообще. Я думаю, нахер. А, так ты тут прячешься, получается? Конечно. Принятый в июле закон о цифровых активах, который вступает в силу 1 января 2021 года, запрещает использование биткоинов и альткоинов для оплаты товаров и услуг. Вместе с тем он не запрещает покупку, выпуск или продажу цифровых токенов. Мне то же То, что вы самое гасились, утром- Мне понятно. то же самое утром говорили в отделении, а я не понимаю. Вот такая у нас вечеринка была. Что, он просто он обыскивает, говорит, дайте взятку, а ничего не... А я, короче, вот эту новость я тебе прислал, знаешь почему? Я Так. думал, что это ты. Ну, Ты понял? Токен село за час подорожал более чем на 50%. так это ж я помпанул. Я на этом моменте дочитал, говорю, Ксюшенька, 2 билета на к моему кенту, однокласснику моему. А что, тебя тоже Ксюша зовут? Шо кого? Ну, твою вот эту, Ксюша, губастику. да. Мою Ксюша зовут. А твою Оксана. Ты попробуй, Оксана, зови, у тебя глаза высохнут. Это произошло после Она того, тебе как... яйцами яйца разобьет. Свежий юморок. Никогда не продавайте валюту родным и знакомым. Завтра курс изменится, и есть вероятность, что вы станете там. У нас 2 дома сошло. А это у вас хорошая рубрика в газете, я Я еще не верю, видел. 2 дома с дистанции сошло. Когда я увидел новые курсы доллара и евро, то понял, что скупать надо не валюту, а патроны и тушенку. Страничка анекдоты. Очень глупо вводить санкции против народа, которого падение социальной сети беспокоит гораздо больше, чем падение национальной валюты. Талон. Папка, а чего у тебя семечки подорожали? Так доллар же растет. Доллар. Это максимум, что Мы росли на этих шутках. максимум, что могли Вы выдать. можете не писать в комментариях, что у нас плохой юмор, потому что мы росли на вот этом. Это Гагарин-шоу. Футболочки. А, кстати, да, ребята, мы запускаем мерч, и буквально через пару недель уже появится непосредственно... Вот так вот оно будет выглядеть. И вот так, и вот так. А теперь вот так. И вот так. Все, ребят, под этим видео самый смешной комментарий получит от нас футболочку в подарок. Смеши смешного. Делаешь меня. Смотри, вначале рассмеши смешного. О, Рассмотри, Здравствуйте. смотри, в рассмеши, Ксения пришла. рассмеши Можно, смешного, пожалуйста, рассмеши получить? смешного двое ведущих, а потом один из ведущих становится президентом. Как тебе такой сценарий на жизнь? Угадай, кто станет А я вчера, президентом. кстати, Ты же видел. понимаешь, это не ты, а Владимир станет, Я вчера виделся с ним, с Владимиром Александровичем. да? Что говорит? Там он пришел, протараторил, ушел. Такое. Это Гагарин-шоу.
YouTube объяснил массовое удаление контента переходом на автоматизированную модерацию. До этого ж они все ручками делали. Сообщает Фарклок. YouTube практически полностью автоматизировал модерацию и последующее удаление контента. В результате за этот период количество удаленных с платформы видео увеличилось в 2 раза. Как у нас второй сезон. У них Блин, я, короче, реально расстроен. Я просто перед тем, как мы начинали вот это все делать, эту всю нашу передачу, шоу, я же насмотрелся роликов, как бы, и там реально, ну вот, судя по каким-то определенным тонкостям, моментам, пришел к умозаключению, что, как бы, скорее всего, блогеры хорошо зарабатывают на рекламе. Ну, я как бы взял, набросал бизнес-план, быстренько позвонил Глебу, говорю: Глеб, смотри, там... А мы сидели в гостиной еще тогда. Лясем-трясем, говорю, сейчас быстренько, значит, все, это туда-сюда шоу организуем. Да, чуть-чуть возьмем на себя кредитов. Вот, на первые 5 серий. Из 6-й серии начнется реклама. Там Nestlé к нам пойдут, Reebok, Nike, Adidas. Nike, правильно говорить. Nike, Nike. Reebok. Не, правильно говорить Nike. Все в мире говорят Nike. Только у нас Знаешь, для меня говорят будет Nike. достижением, когда к нам обратиться, значит, с рекламой Coca-Cola. Или Фарклох, например. Ну, или Coca-Cola, или Форклок, кто-то из этих крупнейших компаний. В городе Тму-Таракань, как сообщает Форклох, у женщины 52 лет украли 31 тысячу рублей. Когда она пыталась перевести свои деньги с карточки Сбербанка... Знаешь, извини, пожалуйста. Что? То есть такие новости есть, да? Ну, ты смешно сказал 50. 50, 60. 51, 2008 год, 2009, 2010, 57, 58, ну, 60. 60. Будет Лещенко. А ты помнишь, как на Виктора Федоровича елка упала? Елка и... Ну, в общем, он был хорошим президентом. Ну, в смысле, смешным. Был смешным один, а стал другой. Слышишь, а на самом деле, ты представляешь, как было бы мощно, если бы реально Янукович в Ростове у себя где-нибудь, ну, не знаю, на балконе или в прихожей, где ему там разрешит жена, не было бы пародии на Зеленского. А ему бы рост не позволил. Вот это хорошо, кстати. Подожди, а что мы про YouTube не дочитали? В компании заявили: в результате мы временно больше полагаемся на технологии, чтобы помочь с работой, которую обычно выполняют рецензенты-люди. Это означает, что мы удалили больше контента, который может и не нарушать нашу политику. С апреля по июнь с платформы удалили более 11 миллионов видео. Значит, фишка в чем? Они интегрировали робота, который должен был разгрузить людей, которые, значит, выполняют эту функцию, значит, модерации. И этот робот взял просто и почикал все аккаунты, поудалял, поблокировал видео. А ведь можно было взять и просто поудалять. И отправить людей отдыхать. Видео стало... Ctrl-Shift-Del. Ctrl-Shift-Del. Del, и все. Крестик, окей. Крестик, окей. Ты хочешь в отпуск? Удали, пожалуйста, 100-150 каналов. Меньше клиентов, меньше работы. И реклама дороже. И реклама дороже. Молодцы. Это Гагарин-шоу. Домен sex.crypto продан за 230 эфиров или $90 тысяч. Ребята просто на камеру шпилились в свое удовольствие. Соседи сверху так это все мероприятие каждый вечер. Они спустились вниз, позвонили, звонок, говорят: ребят, Продайтесь. 150 эфира, 180, 200. 230 продано. Продано. Расширение домена .crypto создается блокчейн-компанией Unstoppable Domains. Unstoppable Domain. Своим главным преимуществом стартап считает тот факт, что эти домены невозможно отключить или заблокировать. Потому что они не придумали кнопку off-off. Кнопку off-off. Есть только кнопка on. Транзакция, которая состоялась на маркетплейсе токенов OpenSea, Открытое море. в переводе с английского, прошла при участии пользователя под ником
Maxtals. Макс Стальной. В переводе с английского. В настоящее время он владеет 196 доменами с .крипто. Точка крипта. В переводе с английского. Вероятно, этот домен действительно может принести серьезные дивиденды, ведь его традиционный аналог dncsex.com по некоторым оценкам стоит более 12 миллионов американских долларов. Что ты думаешь по расширению .крипто? Я считаю, что сделка на самом деле очень крутая. И мне очень жаль, что мы с тобой не подумали купили. об этом раньше. А давай мы узнаем, кто купил .крипто, Кто купил, тебе назовет минимум 460 эфиров теперь. а мы собьем цену эфира и купим. Слушай, давай действительно задампим просто эфир до $5. Такие, мы с тобой работаем в связке. Я сижу в подъезде, понял, в наушниках. Как только я слышу вот так, все, я нажимаю кнопку, понял, и все рынки льются. Да, это И такой... все, и ты отправляешь им эфир по $5 такой. И с доменами вот с этими, со всеми крипто отчаливаем. Со 196. Внизу у подъезда нас ждет Ветл, мы прыгаем в тачку, хлопаем дверями. И унесли светлое будущее, да? 5-я, 6-я, 7-я. Слушай, лучше бы коробку уже автомат, в принципе, иметь. Послушай, мы бандита. Гангстерито, мы костето, пистолето. Работаем только по классике. В шапочках. Ксения Валентиновна, можно, пожалуйста, нам водички, потому что человек сейчас сдает экзамен, это последний экзамен, он уже прошел 2 стадии отбора, вначале поборол 2824 кандидата, и если он сдает, он получает эту работу. Какая прелесть. Сейчас Пожалуйста, принесу. нам нужно водиться. Ну что, мы отстрелялись, собственно говоря. Я считаю, что первая серия 2-го сезона «Гагарин Шоу» нам удалась. Что ты скажешь на этот счет, Глеб? Владимир, спасибо, что вы дали мне слово. Пожалуйста. Я считаю, что нам удалось отснять прекрасную, замечательную передачу. Ни одна Ксюша не пострадала. Ни одна Ксюша не пострадала. Не перестрадала. Не перестрадала. Поэтому сейчас для вас подарочек от наших гостей Глеба и Ани. Чернухи! Меня так часто кидало, но вставая отбивалась от невидимых проблем и суеты. Куда бежать, я не знала, видимо, мне не хватало сил забыть все и снова дышать. Но ты пришел и решил все, что долго душила. Но ты пришел и решил все, что долго душила. Мои закрытые глаза нас унесут от всех забот. Как было много лишних дор, а стала только ты и я. Мои закрытые глаза нас унесут от всех забот. Как было много лишних дор, а стала только ты и я. Ты и я.